Нормандия – один из моих любимых регионов Франции. Я ездила туда с детства, поскольку мои бабушка и дедушка прожили большую часть своей жизни именно там, ведь мой дедушка был моряком. Это живописный и сохранившийся уголок Франции с плодородной темной землей, высокими деревьями, обширными полями кукурузы и пшеницы. Регион известен своим знаменитым сыром и сидром, а также постоянно меняющейся погодой. Нормандия – прекрасное и сильное место, где жизнь вдоль побережья подчиняется ритму приливов и отливов, а история таится в каждом повороте дорог. В зеленых долинах Нормандии спрятан замечательный памятник, выдержавший испытания веками. Это Аббей де ла Люсерне. Это аббатство когда-то было ярким духовным центром, затем превратилось в безмолвные руины, а потом в прекрасно отреставрированный объект культурного наследия, которым оно является и сегодня. Это история стойкости, веры и человеческой изобретательности. Я знаю аббатство ла Люсерне с детства, потому что мои бабушка и дедушка жили по ту сторону леса, и я ходила туда пешком довольно часто. Меня всегда впечатляло старинное здание, когда я выходила из леса, такое древнее и величественное. История начинается в XII веке. Около 1143 года нормандский лорд по имени Аскульф де Сюблини основал аббатство и пригласил монахов из ордена Премонтрé. Этот орден был основан в 1121 году святым Норбертом и является каноническим орденом. То есть монахи живут в аббатстве в соответствии с правилом святого Августина, Augustin по-французски, а также служат в приходах. Монахи совмещают созерцательную жизнь с пастырной работой. В церкви сейчас можно увидеть статую Аскульф де Сюблини, о котором я только что говорила. И вот его брат Ришар, епископ Авранches, где живет моя бабушка, и который посоветовал ему построить первое аббатство в 1143 году. Этот тип скульптуры по-французски называется «gisant», что означает «лежащий человек», и он сохраняет память об умерших. Но это не могила. Строительство аббатства началось в 1164 году в романском архитектурном стиле. На протяжении XII и XIII веков аббатство процветало, но история не всегда была к нему благосклонна. Во время Столетней войны английские войска захватили часть Нормандии, и аббатство неоднократно страдало от разрушений и экономического упада. Во время Французской революции религиозные ордена были подавлены, а аббатство продано как национальная собственность. Его превратили сначала в хлопкопрядильную фабрику, а затем в каменный карьер, и это разрушило многовековые ремесленные традиции. К середине XII века аббатство представляло собой пустую оболочку, церковь была лишена крыши, а клуатры утрачены. Все могло исчезнуть навсегда, но началась удивительная история спасения. В 1928 году аббат Марсель Лелегар, страстный священник и историк, обнаружил это место и решил вернуть аббатству былую славу. В течение следующих десятилетий ремесленники осваивали средневековую технику, чтобы воссоздать недостающие части аббатства. Церковь получила новую крышу, башня была укреплена, сторожка перестроена. Усилиями аббата Лелегар руины превратились в живой памятник.
Сегодня аббатство – это необычное место, открытое для посетителей, а также место памяти, ведь аббат Лелегар похоронен здесь, рядом с алтарем, который он помогал восстанавливать. 2 священника сейчас живут в аббатстве. Служба обычно совершается на латинском и французском языках и с традиционными григорианскими песнопениями. Я познакомилась с одним из священников. Он отвел меня в тайную библиотеку над монастырем, и мы там поговорили о Франции и о России. Chers amis de Russie, comme beaucoup de Français, je suis très marqué par de grands auteurs russes, littérature du 19e et du 20e siècle. Vous avez de grands auteurs qui ont offert une pensée sur la situation contemporaine, le monde moderne qui est précieuse entre toutes. Et puis, ce qu'on arrive à savoir ici des mouvements spirituels qui se passent en Russie, il semble bien qu'il y ait un attachement fort à vos traditions spirituelles, ecclésiales, culturelles, anciennes. Et ici, c'est quelque chose aussi qui nous tient particulièrement à cœur, dans cette abbaye du XIIe siècle, qui a connu les malheurs de l'histoire avec les guerres de 100 ans, de la Révolution française, et puis la transformation du 19e, et puis un prêtre ici, dans la deuxième moitié du 20e siècle, a tout reconstruit et restauré, et nous en bénéficions ici. Donc cette idée que notre histoire est une longue continuité de générations dont nous sommes d'abord les débiteurs, eh bien c'est une idée pour nous majeure. Et effectivement, on constate aussi chez nous un vrai intérêt spirituel d'une jeunesse qui est totalement ignorante de ses racines, de ses origines, et qui aime venir ici trouver un endroit où ils sentent que nous aimons notre patrimoine, nous aimons notre tradition et nous cherchons à la faire vivre. А теперь давайте посетим аббатство. Это вход, западные ворота, восстановленные в XV веке. Здесь принимали паломников и заботились о бедных. Под крыльцом пекли хлеб и раздавали его 3 раза в неделю. А сегодня здесь находится магазин, где можно купить местные продукты. А теперь церковь. Хор и трансепт были первыми частями аббатства, которые были восстановлены. Они сильно пострадали во время промышленного периода. Большое окно было восстановлено в 1963 году, а новый алтарь был посвящен Святой Троице в июле 1970 года. Во время службы деревья снаружи заглядывают внутрь, возможно, слушая григорианские песнопения. Кстати, в Нормандии в церквях раньше выставляли модели кораблей. Их можно увидеть и сегодня. Они называются экс-вото, и обычно их вещают в церквях моряки, спасшиеся после кораблекрушения. Вот погреб. Температура внутри оставалась относительно стабильной в течение всего года благодаря тому, что он частично находился под землей, что помогало дольше сохранить продукты. Это трапезная, где монахи принимали пищу. Клуатр – это сердце аббатства. На протяжении веков он несколько раз разрушался и перестраивался. 4 крытые галереи были окончательно разрушены в индустриальный период, и лишь в одном углу сохранился их небольшой остаток, дающий представление о том, как все выглядело в то время. И это голубятня. Внутренние стены этой башни украшены примерно 1500 голубятнями, каждой из которых помещается пара голубей. Ну вот, я была рада показать вам этот маленький уголок Франции, тихий и спокойный, который я знаю с детства.
А извините, если я использовала неправильные слова. Я просто не всегда знала, как все перевести на русский язык. Но я все равно надеюсь, что вы все поняли. И на этом наш визит заканчивается. Пока-пока. Au revoir. Bye-bye. Arrivederci. Tchuss. Ensuite, j'aime bien la cacha. Et puis, j'aime aussi... Enfin, mon père m'avait rapporté un jour de... Je ne sais pas comment il avait eu ça. Je crois qu'il avait été à Moscou. Il avait trouvé dans un magasin un pot de miel de l'Oural qui était un petit tronc de bouleau évidé. Et donc, dedans, il y avait un miel crémeux absolument incroyable. Et j'ai encore gardé le pot, évidemment, qui est une œuvre d'art. Donc, merci la Russie. Et puis, j'espère que l'amitié, une vraie amitié pourra renaître.